Всем привет! Меня зовут Кристина, вы на канале Вязание. Сегодня у меня уже 7 июля, а я уже более 2 недель не снимала влоги на канале. Но, тем не менее, я вязала и хочу показать, чем я занимала все это время. Буду показывать примерно в хронологическом порядке. У меня очень много начатых работ, незаконченных и игрушечки, которые связаны, но не собраны. Итак, здесь вот у меня лежит моточек пряжи, я его показывала в предыдущем видео, видео о покупках. И хочу показать, я вот из такого моточка сейчас вяжу зайку. Здесь вот так интересно. Какая-то часть выпала только зеленые оттенки, а вот с этой стороны желтый с голубым. Вот. Но эта игрушечка у меня не довязана, а сейчас расскажу почему. В общем, еще в конце июня я немножко попробовала повязать из пряжи, которую я купила. Попробовала связать авокадо. Это все та же схемка маленького авокадо, только связанная с плюшем. И вот такой вот он получается. Ну, получился он не особо большой. Наверное, все потому, что я вязала здесь крючком 2,25. Наверное, можно и побольше взять крючочек. Попробовать повязать. Ну, в общем, какой у меня был под рукой, тем и начала вязать. Вот, как говорила, косточку попробовала вот такую вот хлопковую. Ну, у авокадо же косточка тверденькая. Вот и здесь так сделала. Глазки вот такие вставила. И результатом я очень довольна. Подцепила здесь карабинчик. Вот. Это у меня такая игрушка июня. Далее я оформила вот этого зайчика. Я его показывала вам практически собранного. Надо было там только ушки пришить и оформить. Вот. Его я успела оформить. Только не пришивала, не вышивала хвостик. Вот такой малыш. Далее еще были в июне связаны, но так и не собранные игрушки. Тут даже у меня одно ушко пришито, одно еще нет. Вот такой вот расцветочки. Интересно так ложится нитка. Я, кстати, заметила, что в каких-то ниточках по 4 цвета, а в некоторых по 3. То есть здесь сиреневый, синий, желтый и зеленый. И вот такой бирюзовый. Получается 5 цветов, да? Раз, два, три, четыре, 5. Здесь у нас светло-розовый, темно-розовый, желтый и оранжевый. Тут у нас 4 цвета. А вот у этого зайчика, допустим, 3. Только вот такой голубой, розовый и желтый. То есть ниточки совершенно разные. И по-разному ложится рисунок. То есть здесь более большие такие получаются пятна, да, так сказать. То есть раз вот такая полоска розового, тут синего. А здесь цветов побольше, тут уже как больше полосочками получается. Так, и вот такой вот. Попробовала из всех связать. Вот такой интересный. И помните, я говорила, что вот эта ниточка потоньше. Но если так визуально сравнивать, зайчики все-таки получились одинаковые. Несмотря на то, что нитка была в мотке очень тонкая, вот эта, в ходе вязания она немножко так распушилась, раскрутилась. И зайчики, в принципе, получились одного размера. Хотя вот просто в мотке она была намного тоньше. Вот. Вот такие у меня малыши были связаны в том месяце. Я думала, что соберу их, покажу вам в готовых работах. И начала вот этого тоже вязать. Ну, практически довязала. Тут немножко закрыть. У меня даже ушки готовы.
Но это все дело мне не получилось, так как я не успела все это сделать до 27 числа. А 27 мы уже уехали к маме, и я не стала торопиться, там, в общем, гнаться за этим видео, да, то, что там снять видео о готовых работах. Я это все дело отложила и просто поехала к маме. Вот. В общем, вот такие вот июньские вязания были у меня. Тигрика я так и не собрала. Но довязала вот тело куклы Ксюши. Волосы уже наживила здесь вот все. Здесь так замотала резинкой. Еще не оформляла, не пришивала. Ну, тоже не успела, так сказать. В принципе, я бы это все в июне доделала, если бы не уехала. Вот. Довязала, оставила вот так носочки, вот эти вот красивого цвета, трусишки. Вставила здесь уже проволоку. Медная проволока в 2 сложения. И вот я ее вот так белой изолентой замотала. И здесь у меня будет голова. Вот, я ее потом пришью. Наряда у меня для нее пока нету. И также в предыдущем вязовлоге я показывала, что начала вязать бегемотика, там не бегемотика, носорога и коровку, козочку, овечку, в общем, там были разные комментарии, что у овечки нет рожек. Ну, я что-то этот момент вообще опустила. Для меня что козочка, что овечка, это все одно и то же. В общем, так они у меня лежат. Потому что мне поступил заказ на игрушечки. Поэтому у меня не получилось ничего пока снимать. Во-первых, было очень жарко. Такое пекло, 35 градусов. И стоять на камеру, вязать. Я снимаю стоя. Ну и сами понимаете, на камеру стоя вязать в жару. Это мне нужно выключить сплит-систему, чтобы она не гудела. В общем, чуть-чуть такие невыполнимые задачи у меня. Это не то, чтобы я жалуюсь, я, наверное, больше оправдываюсь. Вот, поэтому прошу подождать немножко с мастер-классами. Я сейчас закончу заказ и займусь за мастер-классы. Я просто хотела подключиться, вам показать, чем я тут занимаюсь, и показать, над каким заказом работаю. Поступил мне довольно-таки хороший заказ на целых 20 игрушек. Игрушки там не очень большие, не очень дорогие, ну, в общем, такие разные. Ну, что я хочу сказать. Я всегда смотрела видео девочек, где девочки рассказывают, вот у меня там большой заказ, 20 балерин, там 20 каких-то игрушек, там 10 того надо связать, 15 того. Я всегда смотрела и думаю, вот, классно. Вроде бы мне на заказ и не нравится вязать, но думаю, если одинаковые какие-то игрушки были бы, либо какие-то схемы, по которым я уже вязала, чтобы не выдумывать, я бы, наверное, согласилась. Вот. И так получилось, что за буквально этот месяц ко мне очень часто стали обращаться в Инстаграм связать на заказ. Сначала меня попросили куклу большую, прислали фотографию, свяжите мне такую куклу. Я написала, что не вяжу на заказ. Потом мне прислали зайчика, длинноногого такого. Да, по-моему, зайчик. Или лисичку. Ну, в общем, длинноногая такая игрушка. Связать в кроватку ребенку. Я написала, что не вяжу на заказ. Вот. Потом совершенно тут вот буквально на днях мне написала девушка связать синего трактора. Я как поняла, то, что она вроде бы с моей страницы. Вот. Ну, это в принципе не важно. Я также написала, что не вяжу на заказ. И буквально на следующий день после синего трактора мне пишет девушка, спрашивает цены на игрушки некоторые. И спрашивает, можно ли вам заказать несколько игрушек. Я думаю,
Ну все, как говорится, Бог любит троицу, надо соглашаться. Вот, и я согласилась связать пару игрушек, которых там, ну, не было в наличии. И оказалось, что, ну, девушке нужно 20 игрушечек. Там и брелочки, и, ну, вот такие вот игрушки. Я вот уже положила те игрушки, которые у меня есть. Девушка выбрала из наличия половину игрушек, и половину мне нужно довязать. Вот такие вот у меня ослики были связаны. Ну, уже давненько, так сказать. Они ей очень понравились. Вот такие малыши. Забирает их. Также еще ей понравились вот такие вот мои малыши. Прямо-таки удачная схемка. И мастер-класс многим понравился. И вот нашлись покупатели на эти игрушки. Нужно 2 тигренка, 2 пчелки, йода. Ну, в общем, по мере вязания я вам буду показывать, какие игрушки у меня купили. Покажу пока есть вот такие вот заготовки. Вот у меня один тигренок есть, и второго я практически связала. Ну, как, я связала для него все детальки, но еще не собирала. Я решила связать все, а потом уже все это дело пришивать. Ну, вообще необдуманный такой поступок, потому что, скорее всего, я натру палец себе. Ну, посмотрим. Может быть, меня пронесет. Вот. На тигренка все сделано. Далее мне нужно связать 2 пчелки. Они уже готовы. Ну, не готовы. Ну, в общем, вы поняли, я связала их уже. Для каждого у меня уже есть усики, крылышки. Для другой тоже. Ну, в принципе, осталось только оформить мордашку и все это дело пришить. Далее нужно связать вот такую вот единорожку. Я ее уже как бы связала. Связала вот такой вот рог. Рассоединила ниточку. Вот. И такой половинка ниточки я связала рог. Будет у меня здесь рог. И еще нужно вывязать гриву. И заказали вот именно в таком цвете, как у меня была. У меня такая, кстати, уже продалась в магазине. Ну, я об этом уже рассказывала в каких-то вязовлогах. Если вы все смотрели, то вы, наверное, видели. В общем, вот такую вот гриву надо единорожки вывязать. Я уже здесь положила. Тоже и мордочка у меня все связала. И нужно мне связать 3 лягушечки по иностранному мастер-классу. Ну, я такую лягушечку показывала в готовых работах, да и так пока вязала. Ну, вы можете посмотреть в инстаграме у меня еще эту лягушку. Вот. Тоже у меня все связано. 3 вот таких тельца. 3 головы. 6 глазок. Я вот всегда смотрела видео Маруси Прокопенко, где она показывала много разных таких запчастей. И вот у меня, ну, немного, конечно, но целых 3 игрушки одинаковых. Это для меня уже много. Вот. Животики у меня тут такие. Все есть. Вот. Также мне еще нужно связать 6 пончиков плюшевых, на которых у меня нету пряжи. Я, как назло, связала всю пряжу, и у меня нет пряжи на пончики. Я ее уже заказала. Нужно будет поехать забрать. И также забрать в магазине недостающие игрушки. Но пока я еще не связала все игрушки, которые мне нужны, я уже начала вязать йоду, чтобы не забирать того йоду с магазина. Вот. Пока придет мне плюш, я повяжу те игрушки, которые надо забрать в магазине. Ну, в общем, такой лайфхак. Пока есть время, буду вязать. Вот. Может быть, и не придется что-то забирать.
В общем, что не довяжу, то заберу. Вот такие вот у меня делишки. Вроде бы все рассказала, все показала. Не знаю, когда выйдет этот влог. Я буду пока вязать, доделывать все остальное. В принципе, у меня там срок на заказ 2 недели, я говорила. Но это с учетом того, что я бы не забирала те игрушки, которые у меня в магазине. Поэтому буду пока вязать. И когда у меня будут готовые игрушечки, я, наверное, подключусь и покажу весь заказ в сборе. Вот. Ну, это такие планы. Планы мои, конечно, могут меняться. Так как у меня в планах было вообще и выпустить видео о готовых работах. Но у меня игрушки в магазине, поэтому показывать было как бы нечего. Можно было делать только зайчиков и показать их. Вот, ну, это такое, не обязательно. Потом я думала, что буду вязать из софти игрушки, но вот планы поменялись, и я буду вязать заказик. Честно говоря, я когда видела, что девочки там говорят, вот у меня там то-то, то-то продалось. Я очень долгое время смотрела и думала, ну как продалось? Вот у меня также Инстаграм я веду, все так же там фотки выставляю, да. Ну, смотрю на девочек, да, которые вяжут, и вот на себя там немножко, конечно, сравниваю. И думаю, ну вот у них продается, у меня нет. Ну, я, наверное, не умею продавать. Вот. Но, скорее всего, заказчикам больше нравится, когда им вяжут на заказ. Конечно, есть те, которые не хотят ждать и берут из наличия, но в основном люди под заказ. У меня, конечно, есть мысля, что эти игрушки перепродадут. Но, как я уже говорила в одном из видео, мне проще кому-то их отдать, чтобы их кто-то реализовал. Вот. Ну, так сказать, сбылась мечта идиота. На сегодня это все. Увидимся в следующем подключении. Пока-пока. Снова всем привет. Сегодня у меня уже пятница, 9 июля. И с утра пораньше я решила подключиться, пока не жарко на улице. Пока я могу снимать без сплит-системы. Вот, решила подключиться и показать свои продвижения по заказу. Ну, в принципе, смысл-то не в заказе, а просто покажу в том, что я сейчас вяжу. В предыдущем видео я показывала, что у меня много связанных игрушек, но ничего не пришито. Итак, позавчера у меня был день сборки. Я собрала тигренка. Теперь у меня снова 2 малыша. Мне кажется, теперь эти прям друг на друга похожи. Так. Поставлю все-таки сюда. Далее я вам показывала 2 заготовочки на пчелки. Это все мои мастер-классы. Вот такие вот пчелки. Крылышки я пришивала. Вот такие красотки. Кстати, я когда уже довязала игрушечки, я потом уже вспомнила, что нужно было заснять вот этот вот способ вывязывания полосочек без таких вот ступенек. Ну, вот, допустим, здесь, когда меняешь цвет, то вот такие вот зубчики получаются. А здесь они такие вот менее заметные. Ну, что-то я, ну, в общем, поздно вспомнила об этом и не сняла. Но надо будет как-то что-то еще связать подобное и показать этот способ. Мне он очень понравился. Вот. Ну, усики. Все стандартное, все по мастер-классу. Так.
Далее я собрала и связала гриву единорожки. Вот. Такая нежная красотка получилась. В жизни она немножко поярче. Ну, вот тут на камеру какая-то бледненькая. Вот. Такая красотка. Вот так вот она стоит. Стандартное мое оформление глазок. Я практически всем так делаю. Ну, где-то есть бровки, где-то нету, но смысл один и тот же. Вот привыкла как-то по одному оформлять и вот оформляю. Конечно, многие так оформляют. Ну, похоже. Там буквально реснички отличаются, но у меня вот как-то приловчилась и все. Бывает, девочкам там 2 реснички вышью, а мальчикам просто прямую коротенькую, ну, девочкам подлиннее вышиваю. Оставлю вам ссылочку на вот этот вот мастер-класс. Вдруг кому-то приглянулся. Симпатичная такая единорожка. Но в мастер-классе там идет, это не единорожка, а лошадка. И у нее здесь такие цветочки вывязаны. Ну, я вот немножко переделала. Придумала вот такой рог. И без цветочков. Ну, просто слишком будет наляписто. И цветочки, и рог, и в общем. Ну, я уже говорила, что по этой схеме можно и связать ламу. Очень мне нравится схема, и игрушка получается замечательная. И собрала еще 3 вот таких вот лягушечки. Это по иностранному мастер-классу. Автор Мин. Вот. А я в каком-то видео показывала, я вывязывала многие игрушечки из этой серии. Но, в общем, всю серию не довязала, а вот пришла мне в голову после этого придумать серию своих игрушек. Вот пчелки, тигр, бегемотик, ну и все остальные животные. Вот именно этот автор вдохновил меня на свою коллекцию игрушек. Вот. И теперь у меня есть куча игрушек с одним телом, но совершенно разные это игрушечки получаются. Вот. Ну, кстати, по размеру они тоже разные получаются в зависимости от ниточки. Бывает чуть тоньше, чуть толще и уже совсем другой размер. Это, наверное, самые такие сложненькие игрушки были для меня. Я вот даже подумываю, что надо бы. Ну, в общем, не знаю, буду ли я еще в будущем вязать на заказ. Вообще у меня нету в планах такого. Но если попался такой хороший заказ, почему бы его не взять? Ну, сами понимаете. Вязать я люблю. А какая разница, что мне вязать? Но что хочу сказать. Я вот подумываю либо создать какой-то альбомчик, либо страничку, на которой я бы размещала только те игрушки, которые я бы делала повторы. Потому что вот эта лягушка мне нравится все, но на нее затрачивается довольно-таки много времени. Связать ее не проблема, но нужно пришить глаза, 2 глаза, 2 щечки, пузико. Пузико надо, чтобы оно ровненько было, там, то есть постараться. Ну, так, более-менее. Вот. Глазки эти, ну, тоже надо там прям так ровненько все наживить, чтобы все ровненько получилось, потому что глазик мы вначале вставляем. Ну, по крайней мере, я ставлю на безопасном креплении, чтобы они безопасные игрушки были. Если, конечно, бы приклеивать полубусины, либо на клей, да, вставлять глазки, тогда было бы проще пришить этот просто кружочек, а глазик потом вставить, чтобы было ровненько. А так, получается, я вставляю, начинаю пришивать, там немножко как-то буквально петелька сходит не в ту сторону, и уже глазик смотрит как будто бы в другую сторону. А мне же нужно, чтобы было все ровненько. Я так не могу, поэтому приходится отпарывать и перешивать. Вот. Вроде бы быстрая игрушка, но много пришиваний. Вот.
Так-то мои игрушки попроще. У меня тут, ну вот, только усики пришить и 2 крылышка. Ну и то, там пришивать по прямой, ну, попроще, конечно. Но мне очень нравится, как выглядит сразу там, допустим, 3 одинаковых игрушечки. 2 как-то, ну, тоже хорошо смотрится, но когда вот там 3, 5, конечно, поинтересней. Сразу такой красочный кадр получается. Даже вот эти 2. Так. Так, сейчас я уберу это все и покажу вам еще. И всем соседям сразу надо куда-то ехать. Так, эти игрушечки я позавчера все сшивала. Позавчера я практически не вязала, занималась я только пришиванием. А вот вчера я уже начала новенькие. Связала 2 ушка. Ну и даже уже по ушкам понятно, кто это будет. Ну, конечно, понятно только тем, кто его вязал. Так, и связала я уже йоду. Но, честно говоря, у меня так вот натерся этот палец. Ну, когда пришиваешь, иголка такая скользкая, и вот надо держать посильнее, чтобы ее вытащить. Нет бы пользоваться плоскогубцами, да, ну, чтобы в какие-то моменты вытягивать. А я вот напрягала палец, натерла, и вчера мне уже, ну, так сказать, не захотелось пришивать даже эти уши. Голову кое-как пришила, ну и, в общем, уже не то натяжение, все-таки, как, ну, просто подушечку эту наколола, и некомфортно было. Оставила, думаю, сейчас повяжу, а потом уже пришью все остальное. Вот, и я и мантию собрала. Мантию очень было хорошо вязать, там не надо было плотно. Вот, такой малыш инопланетный. Правда, еще без ушей. Ну, без ушей он больше на инопланетянина похож. Что-то такая проблема на камеру завязывать узелки. Так. Ладно, пусть так все равно снимать, перешивать. В общем, будет вот такой вот малыш. Все знают, все видели мастер-класс Елены Гараниной. Вот. В общем, надо доделать. И еще одна игрушечка. Это тоже все из заказа. И йода, и вот этот вот котик. Это мой мастер-класс. Первый котик, который... Ну, вот изначально я когда придумала игрушечки, первый был котик. Там я у первого котика пришивала голову, а этого я связала цельновязанного. Ну, как и все остальные. У меня уже и ушки готовы. Вот. Кстати, в этом мастер-классе хочу еще... Не в мастер-классе. Ну, в общем, хочу еще записать видео, как я пришиваю вот эти вот ушки. Надеюсь, у меня получится это сделать. Просто смотрю, многие вот эту вот детальку связывают пополам и потом как-то вот так пришивают. Может быть, у кого-то, конечно, и такая задумка была у котика, но у меня ушки вот так вот ровненько стоят. Ну, короче, это я уже привереда, и я вот уши вот так пришиваю, прям вот ровненько. Все тем же способом, вот как мордочку пришиваю, все остальные детали, но я так ушки не ложу. Ну, то есть я пришиваю за 2 стороны, и здесь пришиваю, и там пришиваю. Хочу, наверное, заснять этот момент. Ну, если не получится в этой игрушке заснять, то в каком-то другом, потому что мне присылают фотографии, и я вижу, что чуть-чуть не так. Ну, возможно, просто вязальщицы, мастерицы просто привыкли так пришивать. Но, ну, как сказать, вид у игрушки уже другой получается. Так, есть у меня и хвостик, и животик. Все у меня тут есть. Вот. Все есть для котика, но пришивать я вчера не хотела.
Вот. Ну, кстати, вот йода у меня вчера за весь день связался полностью. У меня только ручки были в предыдущий день связаны. То есть за вчерашний день у меня было связано полностью йода без ручек. И ушки все, и котик вот этот вот. Вот, столько у меня получается связать за один день. Возможно, если бы это был не заказ, то, конечно, я так много бы не связала. Мне осталось связать к заказу еще единорожку, точнее лошадку, но в другом цвете. И еще маленького жирафика. Я, конечно, могла бы забрать игрушки в магазине, но я уже посмотрела, что я успею их просто связать. Мне еще 6 пончиков надо. Кстати, сейчас покажу пряжу прикупила. Да, недавно у меня был заказ пряжи, и вот дополнительно пришлось еще заказать. Ну, как говорится, все для дела. Так. В общем, перешла с одной мысли на другую и забыла, что хотела сказать. Ну, наверное, было неважно. Итак, долго я сопротивлялась, не хотела покупать плюш, но все-таки пришлось купить. Взяла 2 моточка. Это у меня совершенно разные они. То есть это Ярнард Дольче, цвет 765. И Гималай Dolphin Baby, цвет 337. Взяла я их 2 разных, потому что не могла определиться, какой делать пончик. Ну, мне нужно связать пончики, и это будет нижняя часть. Ну, не буду вставлять фотографию, какие пончики. Я чуть позже свяжу и покажу, как они выглядят. Это мой мастер-класс. Я его давно-давно еще делала. До открытия канала. Просто в инстаграме у меня есть... Ну, в общем, это не важно. В общем, не могла выбрать коричневый. Взяла 2 коричневых. Кстати, вот этот немножко с таким красноватым отливом, но на камеру не видно. На камеру совершенно не передаются. Далее взяла вот такие вот моточки. Это будут пончики сверху такого цвета. Сиреневый у нас 744. Это Ярнард Дольче. Голубенький 709. Желтенький 761. Красивый такой. Я когда-то из такого вязала жирафика. И розовенький, основной такой, так сказать. Ну, пончики чаще всего же розовые. Так, это у нас цвет... Это Гималай Dolphin Baby и цвет 309. Вот. Такой красивый цвет. Так, это, наверное, убрать. Возможно, я, конечно, бы заказала еще какие-то моточки для пончиков, но расцветочки были в наличии не все, и поэтому, ну, в общем, пришлось выбирать из того, что есть. Так, ну, я подумала, раз уже делаю заказ, нужно взять еще чего-нибудь. И взяла еще вот такой вот цвет шампань, это 783 Ярнард Дольче. Ну, как обычно, я подумала глобально. Думаю, вдруг останется вот коричневый у меня, какие-то цвета. Нужно будет чем-то разбавить и свяжу котиков. Ну, может быть, не котиков, какие-то другие игрушечки. Ну, в общем, взяла добавить, так сказать, цвета. Потом взяла еще вот такой Ярнард Дольче. Цвет 778. Такой красивый, рыженький. Подумала, что если это все дело соединить, будет замечательный котик. Да. Так избавлялась от плюша, чтобы у меня его не было. И накупила снова. Дальше взяла еще пару моточков, те, которые мне нужны в ближайшее время. Это цвет 11 на авокадо. 0,3 я использую для кончиков игрушек. Вот такие моменты. Я вяжу 0,3. Чтобы не вязать из чисто белого, вот таким молочным вяжу. Вот.
Далее я еще посмотрела, мне понравился цвет, вот такой Alize Cotton Gold. Такой красивый коричневый. Из такого можно связать либо мишек, либо волосы куколки. Ну, я не знаю, для чего я его взяла, просто хотела посмотреть вживую. Ну и он мне пригодится. Это 690 цвет. Он очень похож на тот цвет, из которого я вязала мишек. Из Alize полушерсти. Вот он очень даже похож. Ну и как понимаете, на этом моя покупка не закончилась, потому что я увидела новиночку. Вот такую вот пряжу Yarnart Baby Cotton. Из такой я еще не вязала и решила взять несколько расцветок оранжевого, желтенького, чтобы в будущем вязать тигриков. Ну, желтенькие там не все были в наличии, поэтому вот только оранжевые мне достались. Такой темненький морковный, это 421. Состав 50 хлопка, 50 акрила. И такой вот посветлее, ну, это вот прям такой тигровый. Тигровый. Ну, в общем, вы поняли, цвет для тигра. Это цвет 425. Вот. Что хочу сказать. Ниточка эта потоньше. Не такой скрутки, как Yarnart Jeans. То есть джинс, она такая более пухленькая. А это такая не сильно скрученная. Очень-очень похожа на Gazal Baby Cotton. Возможно, это он и есть, но просто другая этикетка. Очень похож. Ну, кто вязал из той, из этой, то заметит, что она прям похожа. Такая же шелковистая, легкий блеск у нее. Ну, приятная ниточка, но потоньше. Вот. Кстати, вот этот цвет чем-то похож на этот, но немножко ярче. Это, кстати, Alize Cotton Gold, 14 цвет. Вот. И подобный есть цвет 83. Почему так четко отвечаю? Потому что недавно вот буквально комментарий пришел утром по поводу, из какого цвета я вяжу тигриков. Вот. 14 и 83. Alize Cotton Gold. Так. Для коллекции взяла еще вот такой 446 цвет. Тоже Yarnart Baby Cotton. Такой красивый, он похож на 76, но только цвет более насыщенный. Ну и вообще все цвета там более такие яркие. Если, допустим, сравнивать с джинсом, то они без таких вот белых краплений. Ну, в общем, чистые такие красивые цвета. Яркие. И вот еще два моточка, но я заказывала только один. Интересно, конечно. Это мне даже подарочек положили. О, как круто. Спасибо большое. Так, это цвет 400. А я еще думаю, почему два моточка, если я заказывала только один беленький. На пробу взяла. Ну, бывает, что вышить надо белки. И Yarnart Jean 62, он более жесткий. А хотела вот найти какой-нибудь беленький. Ну, прям такой вот белоснежный. Мне нравится. А еще больше нравится, что это подарочек. Такая мелочь, но очень даже приятно. Вот. Еще два таких моточка. Так сказала, цвет 400. Белоснежный, он прям белый-белый. С молочным так вообще видно большую разницу. Так, в общем, вот такие у меня покупочки. Плюшек у меня на пончике. И чтобы остальной плюшек не пропадал, я взяла еще на котиков. Ну, этот тоже в дело для тигриков. Ну, в принципе, тут все в дело, кроме вот коричневого, но он тоже в дело пойдет. Да, в общем, оправдала себя. Все в дело, все мне надо. Так, буду сейчас приступать к пончикам. И потом буду вязать жирафика и единорожку. Вот, кстати, вспомнила я. Заказчице я сказала, что буду вязать заказ 2 недели. Но так как я посмотрела, что свяжу за неделю все это дело,
то я решила не забирать игрушки с магазина, а все довязать. Вот, поэтому буду быстренько вязать пончики, жирафика, единорожку, лошадку, в общем. И все, и заказ мой будет готов. Поэтому пошла я вязать. И увидимся в следующем подключении, когда я уже все свяжу. До следующего подключения. Снова всем привет! Сегодня у меня уже воскресенье. И я подключилась, чтобы показать, наконец-то, свои продвижения по заказику. Кстати, я там обсчиталась. Оказывается, у меня 21 игрушку надо связать, а не 20. Ну, в общем, не знаю, как я так считала. Итак, в предыдущем кусочке я показывала, что мне оставалось собрать йоду. Я его собрала. Такой вот грустненький малыш получился. Так. Доделала котика. Кстати, не знаю, говорила в том видео или нет. Первый котик у меня был связан голова отдельно, тело отдельно. А этого я вязала, ну вот как обычно, по мастер-классу все цельно. Такой вот малыш. Ну, вы такого уже видели. В принципе, тут рассказывать нечего. Мастер-класс это много игрушек по одной схеме. Оставлю вам тут ссылочку. Есть и краткий мастер-класс на него. Ну и тело можно подробно пойти посмотреть. Тоже есть отдельное видео. Так. Далее связала еще жирафика. Такой вот малыш по иностранному мастер-классу, по тому же, что и вот этот вот. Вот, симпатичные малыши получаются. Так, такая игрушечка у меня была связана. Далее связала вот такую вот красотку, лошадку. Кстати, я специально вчера засекла, сколько вязать эту лошадку. Так вот, полностью на лошадку у меня ушло 4 часа 12 минут. Вязать лошадку 2:40. Потом 50 минут я вывязывала локоны. Ну, знаете так, включила ютубчик и спокойненько, тихонько вывязывала их. Так, и полчаса у меня ушло на то, чтобы связать вот эти вот розочки, листочки и их пришить. Да. Вот такая вот игрушечка. Кстати, мне многие писали, что 400 рублей для нее мало. Ну, я так думала, она же маленькая, вот, поэтому 400 рублей. Поэтому я ее поставила за 500. Разница, конечно, небольшая, но все-таки, ну, в общем, приемлемая цена. Вот такая красотка. Ну, вот вторая. Но тут уже без цветочков, конечно, это побыстрее вязалось. Вот. Так. Это не все, что было связано вчера. Так, сейчас. Уже не помещается. А еще я вчера... Не, наверное, позавчера. Ну, что-то я уже запуталась, когда. Ну, по-моему, позавчера. Я связала пончики. С вот такой вот присыпочкой просто вывязала пончик. Это пончик по моему мастер-классу. Мастер-класс на пончик есть в Инстаграм. Я его еще делала давненько, наверное, года 2 назад. Ну вот, пригодился. Тут делала разные. Здесь вот такая мятная ниточка и бирюзовая. Здесь вот желтая. А здесь белая и бирюзовая. Ну, в общем, они как бы розовые, а присыпочка у них разная. И еще вот такой вот сиреневый.
И вот такой вот желтенький с оранжевыми ниточками. Ну вот это не знаю, то ли нравится, то ли не нравится. Может быть, присыпку надо было каким-то другим. Надеюсь, заказчице все понравится. Вот, мне осталось здесь карабинчики повесить, брелочки. И все, можно фотографировать и отсылать заказчице. Так, покажу вам всех. Так, ослики это у меня были. Связаны давненько. Так, Йода. Лошадочка. Единорожка вообще-то. Бегемотик. Лягушечки. Одинокий жирафик. Пчелки. Пчелки, вы не помещаетесь. Так. И тигрики. Так, компактнее надо. Вот. И пончики сюда. Во, какая красота. Вот такой вот заказик у меня. Все игрушечки, получается, я связала с воскресенья по воскресенье. Ну, в воскресенье, конечно, сегодня не вязала. Я с горем пополам проснулась. Вот. За исключением вот этих вот игрушек. Да, вот так. Вот эти вот все игрушечки у меня были связаны в этом месяце уже. Я уже пожалела, что не участвую в марафоне 101 амигуруми. Можно было участвовать. Оказывается, если у меня есть ограниченное время, то есть какие-то рамки, я вяжу намного быстрее и, так сказать, продуктивнее. Ну, так. Посчитаем. 6 пончиков. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Круто. У меня 17 игрушек за неделю. Получается, я 2 числа приехала домой. Да. А сегодня у меня уже 10, да? Нет, 11. Ну, в общем, неважно. С начала месяца у меня уже вот 17 игрушечек есть. Замечательно. У меня обычно за целый месяц 17 игрушек. Ну, максимум там 23 было, по-моему. Ну, кстати, я не посмотрела в том месяце, сколько было. Но в том месяце были маленькие. Надо будет посмотреть. Так, у меня такой блокнотик тут есть. Это за прошлый год у меня. Вот в прошлом году в июне было всего 8 игрушек. А в этом году 27. Вот. Но и то. Я здесь написала куклу Ксюшу, но я ее не собрала. Значит, 26 и. Ну да, и все. Вот. Да, у меня такой корявый, быстренький почерк. Ну да ладно. Вот. А в этом месяце я еще только начала записывать 8. Ну, в общем, остальные не записала. Надо будет записать. Ну что, вот такие у меня продвижения. Можно сказать, даже видео о готовых работах. Но все работы повторные, поэтому рассказывать о них нечего. Вот. Кстати, хочу напоследок сказать такую вещь. Как бы там ничего плохого мне не писали, и, ну, все нормально, но просто я не могу понять. Вот, ну, я раньше тоже этого не знала. Вот, допустим, если вы пишете какой-то комментарий, а потом его удаляете. Я хочу вам открыть такую большую тайну, что я его все равно могу прочитать. То есть, когда вы мне написали в Ютубе комментарий, и через там минутку или там, не знаю, секунд 30 вы его удалили, мне все равно приходит оповещение в творческую студию, в приложение на телефоне, и я все равно могу прочитать этот комментарий
И мне иногда непонятно, почему, ну, бывает обычный простой комментарий, и вы его удалили. Вот, может быть, кто-то не знал, и вам это будет, так сказать, полезно. Вот. Ну, возможно, кто-то так сильно не следит за всеми этими комментариями, и кому-то пришли и ушли, и это все не видят. Но у меня как бы уведомления приходят. То есть кто-то написал, я нажимаю, чтобы ответить, а комментария уже нет. Вот. Так что знаете, когда вы кому-то что-то пишете, а потом удаляете, все равно человек это может прочитать. Так что такие дела. Вот. Раскрыла вам такую блогерскую тайну. Будете теперь знать. То, может, кому-то пишите гадости. Удалили, а потом пишите хорошее. Вот. А человек уже и гадости прочитал, и ваше хорошее. И складываются у вас не очень такие хорошие впечатления. Вот. Кто досмотрел до этого момента, тот узнал вот такую вот интересную вещь. Что-то хотела еще рассказать, но что-то не могу вспомнить. Значит, расскажу в следующем видео. Все. Спасибо всем огромное за просмотр, за подписки, за комментарии, за лайки, за все-все-все. И спасибо большое, что вы меня смотрите. Всем спасибо огромное и всем пока.